Всем привет! Вы на канале Мятная Ваниль. Сегодня я буду печь торт «Красный бархат». Рецепт я нашла на сайте фонда Джеймса Бёрда. В 1954 году названным Нью-Йорк Таймс деканом американской кулинарии. Он заложил основу пищевой революции в Америке. В книге Джеймса Бёрда «Американская кулинария» описывает 3 различных рецепта красного бархата. Торт «Красный бархат» был очень популярным в Америке в послевоенные годы, имеет интересную историю. Мне понравился рецепт, простой в приготовлении. Торт получается влажным, с ярко выраженным сливочным вкусом, с ноткой какао, бархатным, нежным и вкусным. Ингредиенты вы найдете в конце видео и в описании. Для бисквита нужно смешать отдельно жидкие и сухие ингредиенты. В миску выливаю кефир, уксус, сливочную ваниль, краситель, хорошо перемешиваю, отставляю в сторонку. В глубокую миску просеиваю муку, соду, соль и какао, перемешиваю, отставляю в сторонку. В глубокой миске немного взбиваю размягченное сливочное масло. Добавляю порциями сахар, взбиваю 1 минуту. Добавляю по 1 яйцу, взбиваю до пышной белой массы. Добавляю поочередно жидкие и сухие ингредиенты, тщательно перемешиваю. Красивый цвет теста. Я положила 1 столовую ложку красителя. Советую покупать качественный краситель и соблюдать инструкцию, тем более если вы будете угощать детей. В смазанную сливочным маслом форму выливаю 1/3 теста. Ставлю в разогретую духовку до 180 градусов на 25-30 минут. Также выпекаю 2 и 3 корж. Готовые коржи оставляю остывать на решетке. Пока коржи остывают, готовлю крем. Очень важно, чтобы сыр и масло были комнатной температуры. Если температура будет разной, крем может отслоиться. В глубокой миске немного взбиваю размягченное сливочное масло. Добавляю сахарную пудру. Взбиваю до однородности. Добавляю сливочный сыр. Взбиваю до однородной массы. Убираю крем в холодильник на 20 минут. Срезаю у коржей верхушки. Коржи получились очень пористыми и воздушными. Собираю торт. Сверху коржей кладу крем по 4-5 столовых ложек. Равняю крем по бокам торта. Ставлю торт в холодильник на 2 часа, но лучше оставить на ночь. Измельчаю верхушки коржей до мелкой крошки. Украшаю торт сверху и по бокам бисквитной крошкой. Сверху сладкий жемчуг. Мне понравился этот красный бархат, несмотря на простые ингредиенты. Цвет получился не дико красным, а благородно-бордовым. Ссылки на оригинальный рецепт и историю красного бархата вы найдете в описании.
Нежный и очень вкусный торт готов. Готовьте с удовольствием. С вами была Мария. До новых рецептов!